Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала «Дело мастера боится». Сегодня я расскажу, как правильно проращивать чубуки винограда после зимнего хранения в холодильнике. На моем примере. У нас есть чубуки, которые были обрезаны в ноябре месяце и положены в холодильник, замотаны в тряпочку, смоченной медным купоросом. И вот на улице уже 15 февраля, пора его проращивать. Я расскажу, как это делается в моем случае. После того, как вымочили чубуки в течение 3 суток, они у меня все подписаны, связаны веревочкой, и на кусочке фольги от баночки пивной я написал название сорта. Развязываем нашу связку. Это у меня сорт Водограй, как видно по надписи. Для начала их нужно хорошенечко протереть тряпочкой или обсушить на воздухе в течение 30 минут, в зависимости от температуры воздуха. Затем нужно перебрать чубуки, те, которые плохо перезимовали, можно отбраковать, отправить на дрова. Те, которые в хорошем состоянии, оставляем на проращивание. Берем чубук и обновляем срезы. У нас чубук трехглазковый, поэтому на расстоянии сантиметра от нижней почки делаем косой срез острым секатором. Срез у нас готов. Затем ослепляем почку. Срез зеленый, значит чубук живой. Верхний срез также немножечко обновляем на полсантиметра и будем обрабатывать верхний срез парафином, для того чтобы он не засох. Так сделаем с каждым чубуком. Для парафинирования чубуков я использую натуральный воск, который мне достался от отца, который растапливаю на водяной бане. Ставится чашка с водой на водяную баню, в нее опускается сосуд пустой. В моем случае это банка из-под консервации. И ждем, пока он расплавится. После того, как мы вытерли чубук, приступаем к обрезке краев чубука, для того, чтобы обновить срезы. Нижний срез делается в сантиметре над нижней почкой. У меня он косой, а верхний делается прямым. После обрезания краев чубука приступим к его обрабатыванию воском верхнего края, дабы он не высох во время проращивания. Вот уже воск растворился на водяной бане. Приступаем к обработке верхнего среза чубука воском. Вмакаем воск, немножечко проворачиваем.
После того, как верхний срез чубука обработан воском, необходимо нижнюю почку ослепить острым ножом и сделать неглубокие борозды длиной 2 см на нижней части чубука. Для этого можно использовать обычную вилку или нож. Но у меня есть обычная садовая ножовка, которой я сделаю по всей окружности бороздки. Зубья ножовки достаточно острые, и это позволит сделать качественные бороздки до зеленого основания. Перед тем, как поместить в ведерко чубук, берем корневин и пальцем аккуратненько втираем царапины, которые мы сделали внизу, корневин, а также на подошву чубука. Ну вот, наши чубуки приготовлены для проращивания. Теперь необходимо их залить водой. Слой воды в ведре должен быть, как я говорил, 2-3 сантиметра по размеру прорези, которые мы сделали в корне чубука. Для того, чтобы вода не плесневела, не портилась, необходимо добавить в воду капельку марганцовки. Буквально на кончике спички, чтобы раствор был слегка розовый. Это избавит нас от частой смены воды и обеззаразит воду. Слой 3 сантиметра достигнут. Теперь рисуем фломастером на ведре полосочку для дальнейшего контроля за уровнем воды. Очень важно не перепутать сорта винограда, которые мы проращиваем, поэтому я разделил сорта на две части и на каждой половинке разместил свой ярлык. У меня здесь Изабелла сорт и сорт Прометей. Посмотрим, что получится. Так у нас получилось. Ну вот, мы приготовили черенки винограда для проращивания. Теперь поставим их в теплое место и будем через неделю-две ждать результатов появления корешков или первых листиков. Еще раз скажу, что это не догма, это мой способ проращивания. У каждого может быть свой. Кто не экспериментирует, у того ничего не получается. Если у вас есть лучше какие-то советы, можете написать в моих комментариях к моему видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что были с нами. До свидания.